Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро расклад на неделю с 23 по 29 сентября. И давайте с вами узнаем, что подскажут карты, каковы события ближайшего будущего, как видят они, какие подсказки нам дадут и что может быть важно знать. Куда не торопиться? Вот давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. И первая у нас Таро Иллюминатов, вторая у нас колода «Спроси у ангелов», как бы советы от ангелов. Поэтому в конце нашего расклада мы откроем эту карту, а в начале зададим традиционные вопросы. Еженедельный прогноз. Что важно знать, так будет называться первая карта, или какие энергии для вас будут преобладать на этой неделе. Как видят карты. При этом будем реалистами, конечно. Но жизнь не бывает полностью предсказуема. И допустить, особенно в наше время, что мы планируем одно, но где-то нам приходится корректировать планы. Это уже более сильная позиция. Могут быть и неожиданности. Итак, давайте узнаем, что же для вас будет важно, по мнению карт. Возможно, это сами по себе какие-то энергии или как область, сфера вашей жизни, где придется больше внимания чему-то уделять. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, как энергия. Что же вам будет, опять же, помогать. Достанем карту, что скрыто. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес, документы, учеба, согласование. Энергия денег на эту неделю. Личная история, личная жизнь. И карта ангелов. Пусть нам даст совет. Что будет важно? Первое. Верховная жрица, старший аркан. Ваша независимость и молчание. Ваша наблюдательность, ваша интуиция. Связать вот то, что чувствуете вы, или назовите подсказки вашего шестого чувства. И обстановку вокруг вас, какие-то возможности. Здесь вот как раз возможности скрываются в тени. Но это те возможности, когда мы и не должны какой-то ляпсус совершить. Поэтому что-то продумать вам придется. Может быть, это касается конкретного человека. Может быть, у кого-то ситуация по работе, у кого-то все вместе закрутится. Но эта карта, повторюсь, независимости именно с какой позиции. Не когда мы что-то доказываем, когда мы уходим как раз от острых углов. И мы, как загадка вы должны быть, мои дорогие львы и львицы. А вот как раз для вас загадок на этой неделе быть не должно. И тогда это будет дважды сильная позиция. Давайте мы узнаем в неожиданностях. Точно, Верховная Жрица вам поможет разгадать любые ребусы жизненные или какие-то более мелкодетальные. Но она требует и от вас как будто предельного внимания, потому что семерка мечей называют карта вора, поэтому время наше такое турбулентное, много технологий. Будьте внимательны к паролям аккаунтов, может быть, не лишним будет поменять эти пароли. Будьте внимательны, каким вы ссылкам переходите, по каким ссылкам точнее. Или платежная система электронная, а также кошельки, сумочки, движимое, недвижимое имущество, ключи какие-то, к тому, что лежит у вас на столах, мои дорогие, на работе. То есть вот себя обезопасить, потому что сочетание этих двух карт могут говорить как раз о том, за вами кто-то наблюдает, кому-то очень любопытно до того, что вы думаете, что вы делаете, чем вы живете, чем вы дышите, что у вас вообще, кто вы есть и что вокруг вас происходит. Могут быть и люди, кстати, которые так беспардонно обращаться с какими-то вопросами могут. И поэтому будьте просто к этому готовы, что вам придется где-то хитрить или так полшага назад отступить, словно за кулисы уйти, быть некоторым серым кардиналом, но для вас эта позиция дважды, трижды совершенно необходимо. Давайте узнаем, чему сейчас не время.
По принцессе жезлов шла куда-то наша принцесса, и в этой колоде она останавливается. Она останавливается, потому что она как будто должна что-то обдумать более конкретно или должна сделать выбор. Вот этот красный плащ, который развивается за ее спиной, в этой колоде имеет значение цвета в том числе. И это прообраз Марса. Он словно толкает спину. Ну, давай быстрее. А она, тем не менее, останавливается и говорит: нет, дай-ка я еще раз подумаю. Поэтому, хоть несмотря на то, что огненная энергия, нам ведь об этом говорят, это энергии ваши, но карта отчасти как раз и говорит: ты не торопись, не принимай пока, может быть, на этой неделе каких-то однозначных решений, кому-то что-то не заявляй с точкой, но некоторую неопределенность, загадку вокруг себя создать. Может быть, вам вообще это будет как-то играть на руку, мои дорогие. И ведь эта карта, помимо того, что принцесса, как я сказала, останавливается для того, чтобы сделать выбор, она как будто ненадолго останавливается. Но кто знает, у каждого здесь будет вот эта как бы заминка вынужденная. Это не то, что вас кто-то останавливает, а это вы сами желаете это совершить, потому что есть какой-то тонкий нюанс, который глазами сразу не увидишь. Наверное, как у Экзюпери. Важно прочувствовать сердцем. И с чем-то для себя, по крайней мере, ну, может быть, разобраться. И это быстро не получается осуществить. Что же вам будет помогать? Ну, все то, что я сейчас сказала. Карта Луна сама по себе 1000 неопределенностей. Да, это карта Луна. Мой дом, моя крепость нам помогает. Вам помогает буквально. Меня смотрят люди из разных стран. Иногда проходит по карте Луна наше убежище. Это место нашей силы, где мы напитываемся силой, или куда мы приходим отдыхать. Это то место нашей безопасности, где мы можем, ну, как и привести мысли в порядок, так и буквально восстановить физические силы. И карта будет говорить: даже если вокруг тебя царит хаос, значит, мои дорогие львы и львицы, на этой неделе совершенно не ваша энергия, кстати, будут преобладать. Но и вы в себе можете открыть вот этот дар интуитивный, когда некоторые события, которые вы думали, что вот будет развиваться именно так, но, может быть, вы сомневались. А вот здесь подтверждение вашим интуитивным предчувствиям может как раз и произойти. И это для вас совершенно необходимо, потому что это как еще один шаг очень весомый на пути к самодоверию. Самодоверие формирует самодостаточность. И меньше тогда сомнений, меньше каких-то ненужных философских мотивов внутри нас самих, когда нужно действовать в реальности. Но вот тут как будто как раз эта неделя может быть такой своеобразной, как паузой или передышкой, или, может быть, обстановка вокруг вас, вы столкнетесь с тем, что как раз вокруг-то вас происходит что-то непонятное, что-то или отдаленно напоминающее быструю смену событий, или какие-то изменения, может быть, смена руководства, смена какого-то графика, смена какого-либо распорядка или какие-то еще перестановки. Но вас они как будто не затрагивают. Вот вам в этот котел или в этот водоворот сейчас лучше не попасть. А так вот держаться в стороне и наблюдать. Всяк по-своему с ума сходит, поэтому сделайте выводы и наблюдайте. И тогда для вас, как будто ваше время, оно еще не на этой неделе. Что скрыто? Ну, может быть, на начало даже недели. Я могу предположить, с учетом колеса фортуны, что скрыто. Ваша возможность, она уже практически на пороге. Но инициировать, как будто вам, да, вот когда вы именно проталкиваете какой-то проект или пытаетесь что-то ускорить, или пытаетесь разобраться по какому-то вопросу, значит, либо вопросы вы на этой неделе не сможете конструктивно увидеть, или они не зависят от решения одного человека, двух людей, а они какую-то имеют взаимосвязь, предположим, с общими какими-то внешними факторами, событиями. И здесь вообще невозможно просчитать. Колесо фортуны невозможно просчитать. Но мы должны держать вот этот штурвал, вот эту рулетку судьбы.
очень уверенно в своих руках и ближе к центру. То есть быть в гуще событий нужно и при этом не включаться практически ни в какой вопрос. Делайте то, что вам привычно. И у вас какая-то будет эта возможность, когда придется быстро действовать. И будет тот день, когда вы не сможете что-то отложить на потом. Может быть, и на этой неделе у кого-то проиграется, возможно. Но, тем не менее, вот эти энергии, о которых мы с вами говорили, они все же преобладают. А у кого-то это колесо фортуны как оказия или возможность, какое-то событие. Это произойдет, может быть, днями позже, может быть, и на следующей неделе. Это старший аркан. Он никогда не проигрывается в течение 7 дней, как минимум недели 3. Дела, работа, бизнес. Ну вот и король кубков. У кого-то может говорить как раз о том, что дела, работа, бизнес, тем не менее, да, может быть, есть такой человек, который интересен вам на работе, которому интересны вы. А вверху у нас 7 мечей. И король кубков, он где-то ближе к карте мага. Это единственный из всех персонажей в колоде Таро, который умеет мыслить, с одной стороны, очень рационально, жестко, когда это необходимо. С другой стороны, он умеет вот эту жесткость отключить и как раз включить свои эмоции. Вот между эмоциями и рационализмом он способен переключаться красиво, элегантно, даже и не подумаешь. И он умеет хранить тайны. Поэтому у нас сама по себе тайна, 7 мечей, или когда мы не можем что-то вообще тут спрогнозировать. Поэтому, если для вас, мои дорогие львы и львицы, есть какое-то внимание к вашей персоне со стороны вот подобного короля кубков, или это может быть человек, мы к гороскопу особо не привязываемся, хотя может проиграться рыба, рак, скорпион, или это может быть и асцендент, а вы не знаете, к примеру. Так вот, если человек в подобных энергиях где-то находится, поэтому держите глаза открытыми, делите где-то надвое всю информацию, полученную от него. Или, может быть, это и женщина будет, ведь мы по полу карту тоже не рассматриваем, именно энергетику смотрим. Значит, за вами, правда, кто-то может наблюдать, или вы можете быть кому-то интересными. Но это прекрасно, но пока что от этого ожидать непонятно. И я бы сказала, с учетом вот этого триплета, Верховная Жрица, Колесо Фортуны, Король Кубков, у вас сейчас сильная позиция. И такое бывает не всегда. Где-то ваша может быть независимость, с другой стороны лояльность. Все же у нас Верховная Жрица, она лояльная. Она очень великий дипломат, она умеет проявлять эмпатию. Вот где-то вам такие энергии, они будут помогать, импонировать как минимум. Но есть у нас король кубков, который так по рангу где-то ниже. Но есть, может быть, с его стороны любопытство. Так вот, между двумя персональными почти картами, потому что Верховная Жрица все-таки это старший аркан, у нас выпадает колесо фортуны. Поэтому что-то человек может задумать. Или, мои дорогие, для вас, например, может быть какое-то предложение по работе, как построение карьеры, или какую-то должность вам могут предложить, или что-то в вашей судьбе может произойти именно по работе, такое, что как для вас будет прогрессом. Но сейчас, словно, находясь вот с одной стороны в независимой позиции, с другой стороны о себе много не рассказывая, вы можете словно поднимать планку собственной значимости или собственных перспектив. Не будьте открытой книгой. И для кого-то по работе это будет как весомый аргумент, если, предположим, кого назначить на конкретную должность, стоит между вами и каким-то человеком, то вам вот эти энергии будут помогать. У кого-то это может банально проиграться. Какие-то вопросы часто ведь по королю кубков проходят наши близкие. Может быть, это партнер по браку или партнер по вашему союзу, тот человек, который больше с личной жизнью связан. И вы тут будете некоторые разговоры с ним на чистоту производить. Я не знаю, до чего вы договоритесь, потому что тут какая-то манипуляция, понимаете, будет или может быть как минимум и со стороны вас, так и со стороны человека. А вроде как вопросы-то, дела, работа, бизнес, документы могут стоять на повестке,
недели какие-то важные. Переложите на свою ситуацию, будьте аккуратны. По деньгам. Десятка жезлов. Ну, к примеру, по десятке может быть такая ситуация, когда вы, желая заработать больше денег, больше работаете, а может быть еще и строите карьеру, где-то карту можно как раз рассматривать в отношении того, что у вас какие-то новые возможности, и вас как раз на новую должность рассматривают. Предположим, потому что многозадачность, и вы как будто с ней справляетесь. И есть у вас какая-то усталость, с одной стороны, десятка жезлов будет говорить, что да, ты вытянешь это напряжение, лев. С другой стороны, не забывай отдыхать. Но сказать, что вот прямо деньги пришли на этой неделе, увы, я не могу. Но для кого-то из вас как раз тратиться не захочется, потому что есть большая усталость. Но вот как-то так. Личная жизнь. Вы знаете, тут ничего не происходит, поэтому для тех, кто в паре, для тех, кто в браке, или там пара, это как ваш союз, по аркану повешенный, ну, либо тот вопрос, который вы хотите решить или оформить, это важно для вашей семьи, некоторым образом может задерживаться. Или в целом карта нам будет говорить о том, что ну каких-то перемен не происходит. А для кого-то из вас, правда, мои дорогие, может быть такая ситуация, когда прежняя какая-то история или есть какие-то отношения, но они на паузе, и ничего не понятно. И вы можете как и разбираться с этим человеком, ну как разбираться, он может сам как раз инициировать какой-то разговор. Или потому что вам как бы карты не рекомендуют инициировать. Будет какие-то посылы скорее тогда от вашего партнера. Вот такое может, я могу так предположить. Может быть, обстоятельства как-то так сложатся у него, что он будет вас словно так, ну, пытаться понять по-новому. У него есть какая-то своя стратегия, тактика или что-то, ну, может быть, вы должны оформить какой-то документ. И надо сказать, у нас этот период вообще, в принципе, осенний. Мы можем пересматривать контракты, мы можем пересматривать брачные контракты, какие-то соглашения. Может быть, в каком-то пункте это не идет, а вот здесь вот как раз вы будете говорить. И тогда каждый где-то в своих энергиях, каждый свою линию гнет. Причем не то, что гнет так жестко, нет, а просто где-то, ну, в какую-то глухую несознанку уходит и держит марку. Поэтому кто кого переиграет, тут явно какая-то есть игра. А для кого-то из вас, мои дорогие, вот правда интересная очень история может быть. Так вот, прежняя история, которая стоит на паузе, и вдруг у вас появляется интерес к вам со стороны какого-то человека, который у вас на работе. Ну, конечно, еще тысяча, может быть, вариантов. Перекладывайте на себя, как это может проиграться для вас, мои дорогие. Давайте откроем карту «Совет». Ну, а если мы с вами говорили, что как такового ясного решения нет на этой неделе, то тогда и как бы и решать-то нам нечего. Поэтому какой-то вопрос вам нужно перед тем, как согласиться, это точно проговорить в мелочах, разобраться, чтобы не было каких-то для вас, знаете, как темных или белых, как угодно назовите, пятен, или того, что потом вдруг откроется. Потому что у вас, посмотрите, в чем тут можно быть уверенным. Нам карта говорит, да, решать тебе. Если ты, опять же, уверен в этом, но уверенным с учетом семерки мечей быть как будто невозможно. Поэтому, мои дорогие, вот сама по себе Луна, интуиция, и где-то вот какая-то тень такая, в которой вы несколько находитесь. Вы как будто только подогреваете к своей персоне интерес. И кто знает, сегодня пришло одно какое-то предложение, а через пару дней вам могут предложить что-то еще более весомое, интересное, значимое. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.